Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Конец прошлого года, друзья, запомнился нам неожиданными кадровыми перестановками. Так, в один из дней, почти как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что Мария Грация Кюри, покинувшая Dior в 2025-м, теперь займет место креативного директора Fendi. Здесь стоит вспомнить, что для дизайнера это не первое сотрудничество с итальянским брендом. В период с 1989 по 1999 она работала в модном доме совместно с Пьер Паоло Пиччоли, отвечая за линию аксессуаров. Дуэт тогда подарил миру легендарную сумку-багет, которая стала популярной благодаря Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. И вот в самый разгар марафона показов в неделе моды в Милане стартовала новая эпоха Кюри в истории легендарного римского дома Fendi. Дизайнер представила коллекцию «Осень-зима 2026-2027», для знакомства с которой собрались редакторы, знаменитости, байеры и топ-менеджеры. Атмосфера в зале буквально гудела от ожидания столь значимого события в мире фэшн-индустрии. Дебютная линейка Марии Грации в роли нового руководителя бренда обещала расставить все точки над «и». Скажу сразу, друзья, премьера оставила двойственное впечатление. С одной стороны, дизайнер с огромным опытом предложила потенциально коммерчески успешную одежду. Я думаю, она точно придется по душе постоянным клиентам. Эти готовые и понятные образы легко складываются в единую капсулу, идеальную для тех, кто не стремится к лишним экспериментам в гардеробе. Но с другой стороны, Мария Грация, к сожалению, не решилась играть по-крупному и оставила модную публику без хлеба и зрелищ. Ведь довольно заметно, что Кюри совсем недавно покинула свой пост в Dior. То, что мы видим на подиуме, в целом очень напоминает любую диоровскую коллекцию последних 10 лет. Только избавленную от пастельных цветов и сложных по силуэту жакетов-бар. Плюс еще тюлевые юбки сменились юбками ажурными, то из фактурного кружева, то из зарезанной лазером кожи. Среди иных модных брендов Fendi всегда отличал очень римский, откровенно богатый, жизнерадостный и при этом лишенный чрезмерности стиль. Сегодня же перед нами элегантная, торжественная, безупречная по крою, но какая-то странно безмолвная или даже слишком стерильная коллекция, где из самых ярких моментов пока остается слоган, напечатанный на полу. «Меньше меня, больше нас». Прекрасное заявление дизайнера, эта фраза бесспорно цепляет, потому что Кюри здесь говорит про единство, про сотрудничество и про гардероб, который не делит людей, а объединяет. Однако на деле получилось стирание индивидуальности. Словно на подиум выходили люди, что с утра стекаются в офис со строгим, конкретно заданным дресс-кодом, либо возвращаются с очередного заседания совета директоров, где всем было безумно скучно. Отчасти такое впечатление производит цветовая палитра. Ведь главный цвет нынче черный, что будет органично для Франции и Южной Италии, но никак не для Рима, где больше любят глубокие драгоценные тона, а черный их только оттеняет. Либо безупречно работает в паре с белым и бежевым. Лишь периодически цветовую палитру разбавляют более яркие краски, чаще заметные на пестрых меховых шарфах. Иногда на сумках, среди которых отмечу багеты с модными в этом сезоне длинными ремнями. Обувь тоже в основном черная, а еще золотая на платформе и высоких каблуках. Из интересных стилистических приемов в образах новой коллекции внимание привлекает будто накрахмаленный до хруста съемный воротник. В гардеробе на осень он сопровождает не только строгие костюмы клерков, но и платья. Выполнен из хлопка, кожи, либо из меха, который, как утверждает дизайнер, был взят из тех остатков, что хранятся на складе. А теперь, мои дорогие зрители, у меня к вам главный вопрос. Где во всем этом Fendi? Да, представлена сегодня коллекцией, вне всяких сомнений, качественная одежда, пошив безупречный, материалы роскошные, а на стильные аксессуары наверняка будет повышенный спрос. Есть уважительная работа с архивами и внимание на культовые вещи бренда. Но как-то все осторожно, без абсолютно новых, свежих, смелых идей. Конечно, это только начало, и было бы несправедливо судить дизайнера всего по одному модному шоу. Так что, друзья, продолжаем вместе следить за дальнейшим развитием событий. А чтобы не потеряться на широких просторах YouTube, не забудьте оформить подписку на канал и активировать колокольчик. Спасибо огромное за ваши комментарии и поставленный лайк. Приятного просмотра, нескучного теплого дня и яркого солнечного настроения!